Мы не побоялись поехать на озеро, где когда-то было цунами. Смотрите видео до конца, чтобы узнать подробности. Уже хочу приехать на озеро. Дорога петляет. Последние 30 километров едем по гравийке, то вверх, то вниз. Укачало. Вон они. Ну, блин, тебе берега мало, что ли? Вон они. Капец, Виктор. Приехал. Да. Ну, а тут стоят, смотри. Уже стоят. Здесь сколько их. Много стоит. Ну, на той стороне. Выходной, очень много машин. Самое блатное место — это мыс, который отсекается речкой. Он изолированный, и там меньше ветра. Мы планировали остановиться там, но там было занято. Там уже встали ребята с винтовками, несколько машин. И вообще для них это, конечно, идеально, потому что они устроили там себе маленькое стрельбище. Как бы это безопасно, классно, да. Им повезло больше, они приехали туда раньше. Но, тем не менее, нам тоже хорошо. Мы тоже встали так, что можно спустить лодки на воду, на косе. Людей много, но берег тоже большой. Всем места хватает. Итак, Чехалис Лейк. Это ледниковое озеро, расположенное к западу от Харрисон Лейк. Озеро труднодоступное и находится глубоко в горах. На озере есть 3 основные локации, куда можно добраться, но только на внедорожниках. Это южная часть, середина западного берега и северная часть. Формально кампсайт есть только на западном берегу. Мы же поехали в северную часть. Видимо, когда-то тут тоже был кэмпграунд, но он уже давно не поддерживается. Я бы не рекомендовала им пользоваться. Чтобы проехать 30 километров по гравийке, нам потребовалось почти 2 часа. Сначала мы ехали по Моррис Валлей Роуд, а на 28-м километре свернули на Мистери Крик Сервис Роуд. Когда мы говорим о цунами, мы предполагаем, что это происходит где-то в океане. Но иногда это случается в озерах. Например, тому озеро Чехалис. В 2007 году от скалы здесь откололся огромный кусок. В результате на противоположном берегу волна просто срезала весь лес, который там рос. И сейчас это хорошо видно по линии берега. Напротив места, где сошел сель, как бы новые деревья, новая поросль, а чуть дальше там елки прямо к берегу подступают. Так что вот, цунами бывает и в озерах. Здесь такой старый лес с такими старыми деревьями, что можно ходить по деревьям, как по тропинкам. Но упали, заросли мхом. И тут получается как бы такой ровный бруствер. Из них уже новые деревья растут. Утром иней выпал. Ночью было холодно. Хей, второй день кемпинга. А место, где мы остановились, это неофициальный кемпграунд. Это просто берег озера, он не обустроен, здесь нет воды, разве что ручьи. Здесь нет туалетов, здесь некуда выбросить мусор.
Но, тем не менее, место очень популярное, потому что рыбалка, потому что красиво, потому что большой берег, каменистый, но очень много места. Поэтому место многими любимое. Есть свои нюансы. Хорошо, конечно, то, что ничего бронировать не надо, но люди приезжают сюда, поскольку правил никаких нет, отдыхает каждый кто как хочет. Громкая музыка, кто-то поет песни, кто-то пьет, кто-то развлекается как может. Ну, такой свой особый вайб, но если вы ищете уединение и правил, возможно, вам тут не понравится. Или приезжайте среди недели.